The path is open. The knowledge awaits. I accept the vow. Всем привет! Сегодня у нас расклад для тех, кто вчера оставил обратную связь. Завтра расклады для тех, кто сегодня оставит обратную связь. Так было, так есть и так будет, потому что, чтобы вам расклад резонировал, я вообще должен знать о вашем существовании. Итак, расклад интересный, давайте начнем. Итак, единички. Первый вопрос у нас на сигнификацию: кто ты, что ты за человек. По картам ты знаешь, ты всем должна быть довольна. Семья, дом, стабильность, все вот эти дела. Но внутри гложет тебя чувство, что ты где-то свернула не туда. Ты же помнишь вот этот момент, когда ты решила, что вот хватит, и бросила свою зону комфорта, потому что ты поняла, если ты останешься, то просто сгниешь. Ты ушла от старого. Даже если со стороны выглядело как глупость, да, ты, как сказать, бросила свою зону комфорта. И знаешь, это был твой способ выжить, уйти от него. Но проблема в том, что ты до сих пор не разрешила вот этот внутренний конфликт, который у тебя внутри остался. Ты металась между вот этим: надо вернуться к корням, нужно бежать куда подальше, и сейчас сидишь на двух стульях. С одной стороны, ты хочешь вот этой самой семейной идиллии, где все друг друга поддерживают, где есть, как говорится, надежный тыл и своя ложка. А с другой стороны, ты боишься, что если ты осядешь в этом гнезде, то опять почувствуешь себя в клетке. Ты не мечтательница, нет. Ты человек, который реально способен вот на жесткие решения. Но сейчас ты застряла в состоянии вот этого вечного «а что если?». Твоя главная фишка сейчас – это то, что ты умеешь начинать с нуля, даже когда страшненько. Но прямо сейчас ты слишком зациклена на том, чтобы всем угодить. Родителям, мужику своему, детям, обществу и так далее. И вот ты забываешь себя спросить: а где тут я вообще? Где мои желания? Где не долг, а желание? Ты не эгоистка, нет, ты просто устала жить по вот этому сценарию, который, тебе не принадлежит. Так что духи хотят, чтобы ты узнала до Нового года? Они хотят, чтобы ты перестала себе врать. Ты сейчас в шаге от того, чтобы получить, как сказать, пипец реальностью, пинок, да, назовем пинком. Потому что ты упорно игнорируешь правду. Вот смотри, ты уже давно чувствуешь, что что-то нечисто. Отношения, где ты глаза закрываешь, на измены, на хамство. Денежная яма, в которую ты вот сползаешь из-за своей наивности. Залипаешь в токсичные привычки. Это не обязательно там алкоголь и так далее, да, но еще это и шопинг, бесконечный слив энергии на людей, которые тебя используют. И это все токсичные привычки. И духи показывают, что скоро вскроется информация, которая тебя ранит, прям серьезно ранит. Тройка мечей, мы все знаем, да, что она означает. И это будет как удар ножом в спину от того человека, которому ты доверяла.
будет прозрение, что ты годы жила в иллюзии. Типа, ой, все само наладится. Не наладилось. Я тебя предупреждал, вот оно. И дьявол тут не просто так. Ты в ловушке своих же страхов. Боишься одной остаться, боишься статус потерять, боишься соответствовать ожиданиям каких-то эфемерных других людей, которым на самом деле на тебя насрать. И поэтому ты терпишь то, что давно должна была уйти от этого. То есть до Нового года тебе нужно осознать, что если продолжишь прятать голову в песок, вместо боли ты получишь катастрофу. И твой выбор — это либо продолжить цепляться за иллюзии, саму себя на ее обманывать, либо принять горькую правду и начать вытаскивать себя из этой помойки. А правда будет жесткой. Мне даже не нужно тут трактовать, ты уже поняла, о чем речь. Что тебе делать, зная это? Ну, знаешь, тут все просто. Перестань ныть. Перестань паниковать. Вот тебе показали твои страхи и вот это все дерьмо, которое ты не хочешь видеть. Теперь надо не убегать от этого, а разобраться. Луна — это не враг. Твоя задача — сесть и вот на бумажке написать все свои скелеты в шкафу, понимаешь? Вот что тебя реально пугает? Там потеря денег, одиночество, предательство. И посмотри каждому страху в глаза. Не приукрашивай, не оправдывай, просто признай: да, я этого боюсь. А потом переходи в режим императрицы. И тут не про то, что рожать, да, надо, или там замуж выйти. Нет, это про то, чтобы начать о себе заботиться, как о самом важном в своей жизни проекте. Убери хаос из своей жизни. Наведи порядок в деньгах, даже если для этого придется там хлам продать или расходы урезать. Людей отрежь, которые сосут из тебя энергию. Не жалей и не оправдывайся. Начни делать то, что тебе сила дает. Вот знаешь, многие пишут в комментариях, что ой, это легко сделать, ой, наоборот, это тяжело сделать, легко сказать. Так ты начни что-то делать, как эта девочка одна пишет. Вот, меня мужик бьет, а я его люблю. Я не хочу от него уходить. Вот видишь, как? Он ее бьет, она его любит и уходить не хочет. И спрашивает, что делать? Вот что делать? Хочется вот прям, да, ремня дать. Прям вот ремня такого, что вот обоим прям. Уходить, конечно, но не хочу. Значит, что? Удобно быть в жертве. Кто ж виноват? Я, что ли, тебя заставляю не уходить? Квартира съемная, можешь уйти, он сам справится. Жалко его. А когда он тебя бьет, ему тебя жалко? Кому нравится страдать, чего бы я ни говорил, они так и будут страдать. Вот как бы я ни направлял, чего бы я ни делал, если нравится страдать, то они будут в этом вариться всю свою жизнь, пока в один день не придет такая ясность, что всю жизнь ты потратила на то, чтобы страдать, хотя могла в это время просто жить. Понимаешь? Вот и зайди в императрицу. Если это проживание арканов, да, понятно, императрица. Делай то, что тебе силы дает. Например, там любимое блюдо свое приготовь, а не вот эти перекусы. В парке гулять, дневник заведи девочковый, несмотря на то, что тебе 60 лет, заведи. В нем фиксируй все свои маленькие победы. Не жди мотивации. Действуй, как вот мать, которая знает, что ребенку нужно. Ты для себя мать, и ты для себя ребенок. Понимаешь? Ты и есть тот человек, которого
защитить надо от своих же глупостей. Понимаешь? Разреши себе злиться, плакать, но потом вставай и строй свою реальность. Кирпичик за кирпичиком, шажочек за шажочком. Не через силу, а через заботу. И к Новому году ты, как сказать, придешь не с пустыми обещаниями. Ой, дед, там, я приду в императрицу завтра, послезавтра, а то и как никогда он не настанет. А с четким планом. Понимаешь? И не вздумай ждать вот этого эфемерного знака схождения звезд. Я знаю, что у тебя сейчас полная апатия, и даже, как говорится, двигаться-то лишний раз не хочется. Ты ждешь знака, который уже был. Вот это ты пойми. Дальше твой ход. Ну а мы переходим ко второму варианту. Двоечки. Кто-то что-то за человек. Но знаешь, ты человек, который уже прошел вот адский переломный момент. У тебя был такой период, когда все рухнуло. И ты прям буквально лежала в обломках. Вот ты тогда не просто получила, как говорится, люлей от жизни. Их было столько, что казалось, что ты вообще не выживешь. Но ты выжила. И вот это самый важный момент. Ты не просто пережила вот эту боль, ты ее переварила. И теперь ты та, которую хрен сломаешь. Смотришь на любую новую проблему и думаешь, это фигня. Я хуже переживала. Ты научилась жирную точку ставить там, где другие тянутся этими многоточиями, запятыми и прочая эфемерная ерунда. Но проблема есть. Ты иногда забываешь, что ты закончила ту войну. Ты до сих пор носишь броню якобы на всякий случай. Хотя вокруг уже давно мирное небо. И вот это твое «никому не доверяй», и вот это «лучше я все сама» — это не сила, это привычка выживальщика. А ты уже не там. Ты можешь снять свои доспехи, сейчас они тебе больше мешают, чем защищают. Ты выросла в человека, который знает цену покою. Но иногда ты путаешь эту осторожность со страхом. Главное, знаешь, что нужно понять, что твой вот этот старый травматичный опыт – это история, а не инструкция к текущей жизни. Двери умеешь закрывать, но пора и вспомнить, как говорится, их открывать. Что духи хотят, чтобы ты узнала до Нового года? Знаешь, тут все очень просто. Хватит врать себе то, что все ради семьи. Ты же, как знаешь, как сказать, твоя беда в том, что ты приняла роль эмоционального костыля для всех. Родитель у тебя, мама твоя вечно ноет, ты терпишь. Муж у тебя эмоциональный инвалид, ты вздыхаешь и тащишь. Подруги сливают на тебя дерьмо, ты киваешь и их мотивируешь, как психолог. А теперь стоп. Вот эти карты — это пинок тебе под попку твою. Твоя якобы идеальная семья или якобы душевный покой — это вранье. Потому что ты просто боишься конфликта. Вместо того, чтобы решать проблемы свои, ты делаешь вид, что их нет.
Ты надеешься, что если ты будешь там достаточно добрый, да, или там терпеливый, и это все само там рассосется, все уладится, не рассосется и не уладится. Пока ты стоишь с завязанными глазами и мечтаешь про счастливый конец, твои родственники, твой мужчина, твои подруги уже 3-й год паразитируют на твоей жертвенности. И вот духи тебе четко говорят: до Нового года ты обязана признать, что твоя вот эта якобы гармония, она куплена твоим молчанием. И если ты сейчас не посмотришь правде в глаза, то в следующем году получишь тот же цирк, только с новыми клоунами. Понимаешь? Что делать, зная все это? А тут даже трактовать не нужно. Бери ситуацию за жопу, но мягко. Я серьезно говорю. Вот твоя сила, она не в том, чтобы матом орать и там крушить все вокруг. Нет. Ты уже знаешь, как управлять вот этим всем без лишних скандалов. И первое, что нужно сделать, это прекрати себя раздавать как фонд благотворительный. Твоя помощь, она должна быть не вот такой, типа, на, бери последнее, да, возьми мою последнюю рубашку. А знаешь какой? Я дам тебе ровно столько, сколько не оставит меня голой. Муж не тянет быть, говорит там: дорогой, или ты посуду моешь, или я тебя буду кормить из одноразовых тарелок, или из грязных даже. Заставь вот этих якобы любимых людей отвечать тебе тем же. Ты же не банкомат, чтобы только раздавать. Научись помощь принимать без чувства вины и начни уже фильтровать наконец-то. Кому ты вообще что-то должна? Если тебе 3 года твоя подруга ноет про жизнь, но ничего не меняет, скажи: солнышко, я тебя люблю, но мои советы платные. Или делай что-то, или плати психологу. Она же просто тебя жрет своими вот этими: все плохо, все плохо. А когда ей хорошо, где она? Рядом. Угу. Побухать — это не рядом. И никаких крайностей. Не надо рвать связи. Надо четко показать, что твое доброе сердце теперь под замком. Ключ только у тех, кто тоже готов вкладываться столько же, сколько и ты. И никак иначе. Давайте перейдем к 3-му варианту. Троечки вам тут даже трактовать не нужно. Напомню, что сегодня расклады для тех, кто вчера оставил обратную связь. Завтра расклады будут для тех, кто сегодня оставит обратную связь. Первый вопрос для сигнификации. Кто-то что-то за человек. Ну знаешь, тут даже трактовать, еще раз повторюсь, не нужно. Все тебя знают как такую женщину, которая всегда в себя в руках держит. Ты не распускаешься, не психуешь, в крайности не впадаешь. Если проблемы, то ты как автомат. Все по полочкам разложишь, решения для всех найдешь, никаких истерик. Но это только с виду. На самом деле внутри у тебя прям куча вопросов уже, на которые ты не даешь себе ответить, потому что ты привыкла все контролировать. Ты же такой человек, ты можешь других этих паразитов часами слушать, советы давать. Но когда дело доходит до твоих чувств, ты просто закрываешься. Не потому что ты холодная, да, а потому что до хрена осторожная. Ты как будто вот, как сказать, вот взвешиваешь постоянно. Сколько эмоций можно показать, чтобы там не сломать свою идеальную картинку. Сколько не можно.
Знаешь что, ты реально умная. Интуиция у тебя работает на уровне 6-го чувства. Ты просто не всегда ей веришь. Ты предпочитаешь логику, там, расчет, путь проверенный. А еще ты мастер по вот этому скрыванию. Что тебя волнует, ты всегда скрываешь. И все думают, что у тебя всегда все хорошо, все гладко. Но на самом деле ты же копишь внутри кучу всего. От мелких обид до серьезных страхов. Все внутри копится. Но главная твоя фишка, ты ждать умеешь. Не лезешь на рожон, да, в бой не рвешься, как идиот. Но это же и ловушка. Иногда же надо не балансировать, а просто пойти и рискнуть. Что духи хотят, чтобы ты узнал до Нового года? Хватит бояться победы. А как тут по-другому не скажешь? Ты же сейчас как терминатор, который идет по прямой дороге, но, как сказать, но ты тормозишь, потому что ты терминатор, ты машина, ты скорости почему-то боишься. То есть я по-другому объясню. Тебе вот прямо сейчас светит полная жопа возможностей. Их даже видно уже невооруженным взглядом. Но ты тормозишь, потому что ты привыкла 10 раз подумать, 1 раз отрезать. А вот духи говорят, что ты уже на финишной прямой. Все, что тебе надо, это вот нажать на газ и не оглядываться. Твоя цель не за каким-то там горизонтом. Она прямо перед твоим носом. И там будет очень хорошо, вот в твоей цели. Признание, успех, полный восторг. Но есть нюансы, конечно же. Чтобы это получить, тебе нужно разрешить себе быть немного эгоисткой. Перестань о других думать. Ты думаешь же постоянно как? Как они отреагируют, как не обидятся ли, да? Не подумают ли то, чего не то. Твой путь, он только твой. И он требует решительных действий прямо сейчас. Кстати, по картам тебе еще какое-то предложение прилетит. Ну, не факт будет, что оно там в официальных переговорах. Скорее, это будет что-то такое, знаешь, вот эмоциональное, даже романтичное, я бы сказал. Надеюсь, что ты не отмахнешься, потому что это твой шанс выйти из клетки. Суть в том, что до Нового года ты должна, как сказать, допеть свою песню. Ты уже начал, осталось перестать бояться собственного голоса. Что тебе делать, зная все это? А тут все просто. Хватит реветь, хватит ныть. И прекрати избегать конфликтов. Ты же как собачка, которая гавкает из-за забора, да? Но когда нужно реально укусить, она прячется. Вот это ты. Пора понять. Если ты хочешь то, что светит тебе в будущем, надо перестать бояться драки. Неудобненько будет, да, кто-то может обидеться, тоже да. Тебе придется отстаивать свою правду в ситуациях, вот где все привыкли, что ты молчишь в тряпочку. Но это не повод пятиться назад. Наоборот, ввяжись в эту драку, в эту перепалку, если надо. Не для того, чтобы просто поругаться, а чтобы наконец-то расставить точки над «и». И не вздумай готовить почву или выжидать там вот этот идеальный момент. Вот этот вот идеальный момент – это проблема всех женщин. Вот посмотри на любую несчастную женщину. В чем проблема? Правильно, она ждала идеальный момент. Она ждала эфемерное завтра. В этом и проблема. Твой момент – это сейчас. Даже если вокруг полный бардак. Просто встаешь, идешь и делаешь то, что считаешь правильным. Без страховки.
Согласен, ты можешь облажаться. Это будет, может, даже нелепо выглядит, но лучше, как говорится, прыгнуть и получить опыт, чем потом жалеть, что ты сидела в своей норке, ракушке и так далее. Смысл в том, чтобы скинуть всю шелуху вот эту твою, как надо действовать, и начать действовать так, как ты чувствуешь сейчас. Не анализируй, не просчитывай, просто дай себе право на спонтанность. И если в процессе начнется трэш, то не останавливайся, потому что это и есть твой путь. Понимаешь? И, конечно же, всегда помни, что я всегда рядом.